Всем привет! Меня зовут Джибек, это Джикусика ТВ, и в сегодняшнем видео я бы хотела рассказать о том, как увеличить свои шансы на поступление по программе KGSP или GKS. Коротко о самой программе. KGSP или GKS — это правительственный грант для обучения в Южной Корее. Он включает в себя полностью все: проживание, обучение, перелет и даже ежемесячная стипендия в виде 1 000 000 вон. Вот. Для полной информации я оставлю внизу ссылку. Зайдете, почитаете, узнаете про эту программу. Есть два метода поступления по этой программе. Первый метод — это посольский трек, и второй метод — это университетский трек. Я буду говорить про университетский трек. В университетском треке есть два тура. Первый тур — это когда ваши документы университет сам рассматривает и проводит интервью. И второй тур — это когда правительственная организация, которая выдает этот грант, сам проводит отбор. Для полной информации вообще я бы рекомендовала вам прочитать гайд по этой программе. Чтобы увеличить шансы прохождения первого-второго тура, я вам рекомендую заранее подготовиться к этой программе. Вообще я хочу рассказать свою историю. Я подавала на эту программу в течение 6 лет, и в этом году я его выиграла. Вот за это время я сделала такое небольшое исследование, которое как бы и вам поможет пройти по этой программе. Первое — это в первом туре вам самое главное нужно собрать все документы. То есть там есть такой большой список, какие документы нужно собрать, и их нужно собрать все. Там есть такие момент, где, допустим, языковые сертификаты, английский сертификат или корейский сертификат, да, языковой, он пишется как optional, то есть не обязателен, но я бы вам все-таки посоветовала иметь чем больше, тем лучше. То есть если у вас есть английский сертификат, то и корейский бы вам не помешал, или если у вас есть корейский, то не помешал бы вам все-таки взять и английский сертификат. Поэтому все сертификаты, которые даже пишутся optional, которые не обязательны, все-таки их собрать, потому что именно они дают вам дополнительные баллы. Про баллы я скажу чуть позже. Так, второе. Мотивационное письмо и study plan нужно писать заранее. Вот как только вы узнали про эту программу, вам нужно сразу начать писать его, потому что, допустим, мое мотивационное письмо и study plan, я его каждый раз улучшала каждым годом, поэтому в течение этих 6 лет он стал очень хорошим, ну, то есть я так думаю, по крайней мере. Вот. Вам нужно его очень хорошо написать, коротко, ясно, четко, и самое главное — это не плагиате, не берите, то есть не переписывайте мотивационные письма или study plan с интернета вообще, то есть это должно быть именно ваше мотивационное письмо, именно ваш study plan. Если вы заметили, то в мотивационном письме и в study plan вверху таким маленьким шрифтом написано 10 поинтов, то есть 10 баллов, грубо говоря. И вот насчет баллов я вам сейчас хочу сказать. Мое предположение, то есть такое исследование, которое я сделала, да, небольшое, я поняла, что в первом туре очень важно набрать эти баллы, то есть все вот эти ваши документы, начиная мотивационное письмо, study plan, наличие английского сертификата, наличие корейского сертификата языкового, наличие других сертификатов или каких-то награждений и так далее дают вам дополнительные баллы. То есть представьте себе, вам дали домашнее задание, где вам нужно набрать максимальное количество баллов, да, то есть за домашнюю работу. Вот это то же самое. То есть здесь вы тоже документы должны собрать так, чтобы вам, то есть, дали по возможности больше баллов, и это сыграет вам и во втором туре. По поводу интервью. Ну, интервью, как и везде, интервью нужно подготовиться заранее, написать примерные вопросы, которые могут вам задать на интервью, написать примерные ответы на эти вопросы. Вообще, я бы вам посоветовала найти группы на Фейсбуке, ВКонтакте или в других социальных сетях по этой программе. То есть там обычно люди пишут, какие им вопросы задавали, как они на них ответили, и другие дополнительную какую-то информацию вы можете найти именно в этих группах.
У меня есть предположение, что на интервью, когда профессор проводит с вами интервью, что он дает на интервью баллы тоже. То есть очень хорошо, когда с вами проводят интервью, потому что именно благодаря интервью, мне кажется, у вас появляются еще дополнительные баллы, плюсованные к вашим документам. Если говорить коротко, то, как я и до этого говорила, на ваши документы ставятся определенные баллы. Поэтому здесь очень главное выбрать правильный университет и правильную специальность. Потому что мне кажется, что самое главное вот в этой программе, это чтобы вы заинтересовали профессора этого университета, этой специальности. Потому что мне кажется, что в дальнейшем, да, этот профессор, который берет у вас интервью, он станет вашим научным руководителем, то есть он вас заранее как бы заинтересовывается, он вас, грубо говоря, выбирает именно профессор. И именно этот профессор потом ставит вам баллы на ваши документы, и на интервью тоже именно этот профессор ставит, как бы скажем, дополнительные баллы, да, и будет все зависеть от того, насколько вы заинтересовали профессора, и этот профессор потом как бы вам ставит хорошие, если вы заинтересовали его хорошо, он ставит вам хорошие баллы, и в дальнейшем, то есть это вам помогает именно во втором туре тоже пройти. Теперь поговорим о втором туре. Во втором туре на самом деле никто точно не может сказать, как это, то есть как вообще проходит отбор второго тура, потому что там нет никаких интервью, вы просто ждете месяц и все. Вот, но у меня есть предположение вообще, как происходит отбор второго тура. Мне кажется, что вот то, что я до этого говорила, да, когда профессор вам ставит определенные баллы, если у вас хорошие баллы, то у вас есть большой шанс пройти второй тур. Потому что вот эти баллы решают, как бы скажем, ваше расположение, да, во втором туре. Если вы смотрели, когда выходят результаты второго тура, да, то там фамилии стоят не по алфавитному порядку. Я, когда проходила интервью со своим профессором, профессор очень похвалил мое портфолио и, то есть, мою работу, и он как бы намекнул так жирненько о том, что надеется видеть меня в Корее, поэтому в этом смысле я подумала, наверное, профессор мне поставил хорошие баллы на мои документы и интервью, и я думала, что, то есть, в списке второго тура я должна быть где-то вверху. И если мое предположение правильно, то, скорее всего, я буду вверху. И на самом деле я оказалась третья по списку. Я подумала, значит, вот как она работает, то есть как второй тур происходит. Я, как до этого говорила насчет баллов, да, то эти баллы ваши решают и во втором туре. Поэтому очень-очень важно подготовить все документы еще до первого тура, то есть сделать так, чтобы ваши документы были конкурентоспособными с другими, то есть с другими студентами, да, чтобы профессор вас заинтересовался и чтобы он выбрал именно вас. Поэтому второй тур все-таки многое зависит именно от ваших баллов, которые вы получили в первом туре. Ну, это, конечно, все зависит от квоты вашей страны, да, сколько квоты даются именно на вашу страну. Но, как я и говорила, чтобы увеличить свои шансы на поступление, вам нужно просто максимально хорошо подготовиться к этой программе, подготовить все документы, выбрать правильный университет, правильную специализацию, и я бы все-таки вам посоветовала, самый такой жирный такой совет, все-таки иметь наличие какого-либо языкового сертификата. Либо корейский у вас должен быть на хорошем уровне, либо у вас должен быть английский. Если у вас корейский не очень, то вы должны хотя бы иметь английский, потому что допустим, я не из англоязычной страны, так как мы не из англоязычной страны, поэтому нам немного будет тяжело поступить без языковых сертификатов. Вот я хочу закончить на этом видео. Если у вас есть какие-то вопросы по этой программе или есть какие-то интересующиеся вас вопросы, напишите внизу комментарии, я обязательно отвечу. Вот. Но это все, что вы сегодня увидели, все, что услышали, это всего лишь моя теория. То есть это вот тот, скажем так, такое исследование, которое я сделала, да, привело меня к определенному, то есть, к определенному пониманию этой стратегии, вообще, как эта программа происходит, как она выбирается, как вот это все делается, поэтому
Надеюсь, что это вам поможет, то есть мои советы помогут вам пройти по этой программе, потому что нет ничего невозможного, даже через 6 лет можно поступить. Вот. Желаю всем поступить по этой программе, и я на этом с вами прощаюсь. Пока!